Каждый раз, делая свои сюжеты о каких-либо атлетах, я смотрю не только на их форму и силовые показатели. Наиболее важной деталью я считаю историю, ведь сильных атлетов очень много. Атлетов с хорошей формой тоже хоть отбавляй. Единственное различие — это история, которая всегда уникальна и неповторима. И наш сегодняшний герой доказывает это в полной мере. Человек, который выглядит как Тор, борется с очень тяжелым заболеванием легких с самого рождения и в буквальном смысле тренируется, чтобы жить. Сегодняшний выпуск будет полон мотивации, и я уверен, равнодушным он вас точно не оставит, поэтому колотите любимый напиток, мы начинаем. А перед началом выпуска я хочу познакомить вас с таким человеком, как Алико, и скажу пару слов о нем. Все преграды у человека в голове, и все зависит от масштаба мышления. Это тот принцип, которого стоит придерживаться не только в спорте, а и в целом по жизни. Алико — это человек, который собирается доказать, что всего по жизни можно достичь собственными усилиями. Он активный и предприимчивый человек, который пытается добиваться своих целей, не имея ничего. К примеру, последний свой проект он провалил и потерял все деньги, заработанные на продаже своего предыдущего проекта. За первую неделю из 64 тысяч долларов у меня осталось 40 тысяч, через неделю у меня уже было 20 тысяч, и во мне заиграла жадность. Свои провалы и достижения он показывает на новом YouTube-канале «Миллионы». Мысль, которую Алико хочет донести, что предпринимательство — это нелегко, но очень интересно. Я абсолютно с ним согласен и предлагаю его поддержать. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и обязательно передавайте от меня привет. Нам не тяжело, а начинающему автору хорошая поддержка. Что же, теперь вернемся к герою сегодняшнего сюжета. Этого человека зовут Бен Мадж. С самого рождения парень болен кистозным фиброзом. Это наследственное заболевание, при котором некоторые железы вырабатывают патологические выделения, вызывающие поражение тканей и органов, особенно легких и желудочно-кишечного тракта. Болезнь эта наследственная, и ей невозможно заразиться. Для того, чтобы лучше понять суть заболевания, мать Бена, приходя в школу, проводила пример с 2 стаканами, в одном из которых был клей, а в другом вода. При вращении стаканов вода в одном будет вращаться плавно, в то время как в другом вращение хоть и будет происходить, но за счет вязкости жидкости далеко не так хорошо, как в первом. То же самое происходит и в легких. Вдобавок ко всему, такая среда является наиболее благоприятной для развития болезнетворных бактерий. И любое респираторное заболевание переносится больными кистозным фиброзом гораздо труднее. Когда родился Бен, его родителям сказали, что парень вряд ли доживет до 20. Люди с таким заболеванием часто нуждаются в пересадке легких, но как вы понимаете, больных тысячи, а доноров найти крайне сложно, и очень маленький процент людей дожидается своей очереди. Муковисцидоз, так еще называют эту болезнь, бывает легочным и кишечным, а некоторые пациенты страдают смешанным типом, среди таких как раз герой нашего сегодняшнего сюжета Бен Мадж. При этом заболевании очень важное значение имеет питание больного. Суточный калораж должен на 10-30% превышать возрастную норму за счет увеличения в рационе белкового компонента, а жиры наоборот ограничивают. Также рекомендуется занятия спортом, поскольку именно они помогают выводить густую слизь из организма. Собственно говоря, именно поэтому Бен и занимается спортом. Следит за питанием и выглядит просто потрясно. Смотря на него, не скажешь, что парень чем-то болен. И как говорит сам Бен, это является его целью, чтобы люди, смотря на него, видели здорового человека. А также в век развития технологий медицины он верит в то, что врачи найдут таким метод лечения этого заболевания, и однажды он сможет избавиться от него навсегда. Когда-то давно я уже делал сюжет о Бене, однако он был всего на 3 минуты, и я не раскрыл тему целиком. Парень нашел данный видеоролик через год после публикации и поблагодарил меня за проделанный труд. В этот раз я решил написать ему сам и пообщаться лично, чтобы выяснить интересующие меня моменты и рассказать об этом вам, а также сделать субтитры, чтобы в этот раз он смог понимать, о чем я говорю в сюжете. И первое, что я спросил, это почему ты выглядишь как Тор. Причина, я вам скажу, была более чем благородна. Вот что он мне ответил. Многие люди вокруг замечают это сходство между мной и Крисом Хемсвортом, который играл роль Тора. А когда я отрастил волосы, сходство стало еще более выразительным. И я решил использовать этот образ для того, чтобы помогать детям принимать ингаляции и препараты в борьбе с кислотным фиброзом. В инстаграме парня большое количество фотографий детей, подражающих ему. Вот, к примеру, отзыв матери одного из детей. Бен, спасибо тебе, что ты делаешь и рассказываешь об этом заболевании. Ты настоящий супергерой. Любимый супергерой моего сына — это Тор. Мы
не смогли найти костюм, так что он сделал свой собственный. На его странице в Instagram вы можете прочитать и другие отзывы, их там достаточно много. Для детей Бен является настоящим героем, и его страница в Instagram является настоящим спасательным кругом для людей с этим заболеванием и не только. Парень делает все возможное, чтобы функция его легких была на очень высоком уровне. На своем канале YouTube он регулярно делал тесты, которые демонстрировали тот факт, что функция его легких была в районе 92-95%, что является очень хорошим показателем. Движущей силой для Бена является страх. В раннем возрасте дни рождения мальчика были обычными днями, с подарками и эмоциями, но становясь старше, парень стал ценить каждый прожитый год. В своих видео он описывал случаи, когда люди его возраста и младше умирали от этого заболевания. И это невероятно сильно подавляло морально. Однако в то же время этот страх не дает опускать руки. Как говорит Бен, он дисциплинирован, поскольку не видит каких-либо альтернатив. Его мотивация и дисциплина исходит из факта, что у него просто нет выбора, он просто должен делать то, что делает. Как я уже говорил, целью его жизни еще с детства было выглядеть как абсолютно здоровый человек и даже больше. Бен не хочет быть просто парнем с кистозным фиброзом, он хочет быть и выглядеть как необычный человек и быть чем-то большим, что, на мой взгляд, у парня совершенно точно получается делать. Кстати, многие спрашивали в комментариях под предыдущим сюжетом, почему именно бодибилдинг. Я задал этот вопрос Бену, и оказалось, что он не позиционирует себя как бодибилдер, он просто старается наращивать мышечную массу, чтобы чувствовать себя сильным. В результате данный вид тренинга ему пришелся по душе, однако ранее он занимался регби и спринтом. Как признается сам спортсмен, когда он учился в школе, то был весьма хорош в спринте и до сих пор достаточно быстрый. Также я заметил, что на своем канале атлет занимался также и кроссфитом. В целом ему просто нравится улучшать себя во всех направлениях, и чисто бодибилдером он себя не считает. Очень часто люди любят показывать свои трансформации с момента еще до начала занятий и уже через 15-20 лет после, за счет чего все думают, что такой прогресс возможен чуть ли не за месяц тренировок. Бен пошел другим путем и показал, каким он был в 20 лет и затем в 26. То есть между двумя фото разница составляет 6 лет, и лично мне разительно бросаются в глаза только плечи, поэтому не думайте, что прогресс у каждого идет семимильными шагами. Парень очень много работал над тем, что у него есть сейчас. После определенного этапа ваши мышцы будут расти гораздо медленнее, однако спорт имеет смысл только тогда и только в том случае, если это ваш стиль жизни и вы не собираетесь его бросать. Помимо спорта, Бен также принимал участие в съемках первого сезона «Игры престолов», помогая актерам на съемочной площадке, но в конечном итоге уволился, поскольку, по его словам, это был не самый лучший опыт. Много работы, плохая еда, да и в целом не особо благоприятная обстановка. Сейчас парень работает онлайн-тренером, а также тренирует людей, страдающих тем же заболеванием, что и он. А еще он запустил свой собственный мерч под названием Be More, что означает «будь чем-то большим». YouTube-канал, к сожалению, больше не ведет, и причин тому несколько. Во-первых, отдача от такой работы была не особо большой, учитывая количество работы, затрачиваемое на создание видео. Ко всему добавились не совсем дружелюбное общение со стороны комментаторов. Да и в целом Бен решил, что не хочет делиться всем, что происходит с ним, и оставить часть своей жизни приватной. Поэтому переходите в его Instagram, парень делится там полезной информацией, и в целом, если вы понимаете английский, его страница будет хорошим источником как знаний, так и мотивации. Я оставлю его в описании. Друзья, когда я делаю свои видео, я всегда преследую какую-то цель. И в данном видео мне бы не хотелось, чтобы вы просто посмотрели и сказали: «Бен красавчик, он борется с болезнью, такой вот чувак», и вы просто его выключили. На самом деле целью видео является не только помочь людям с кистозным фиброзом, а и тем людям, у которых, возможно, какие-то другие проблемы. И посмотря на Бена, они бы сказали, что мои проблемы вовсе-то не проблемы, что с ними можно справиться. Дело в том, что у нас так сложилось, что есть сильные духом люди, а есть менее сильные духом. И такие люди, как Бен, действительно мотивируют, заряжают и дают надежду на то, что какая бы у тебя ни была болезнь, ты можешь с ней бороться, ты можешь жить и быть в принципе здоровым, даже несмотря на такие серьезные проблемы. Поэтому единственное, что вы можете сделать и для меня, и для Бена, и вообще для тех людей, которые испытывают какие-то проблемы, это просто репостнуть это видео, поделиться им с кем-то, поделиться на своей какой-то странице ВКонтакте или еще где-то. Я вам буду за это очень сильно благодарен, и я думаю, Бен тоже, потому как такую просьбу Бен давал в своем последнем видео на Ютубе, и там всего лишь 1000 просмотров, я так понимаю, никто этого не сделал. Поверьте мне, продвигать такие видео гораздо сложнее, чем
какие-то хайповые бои про ММА или что-то подобное. Такие видео всегда остаются в стороне, а мне кажется, что именно такие видео и такие люди, как Бен, заслуживают внимания и медийности гораздо больше, чем те люди, которые сейчас находятся в медийной сфере. Поэтому спасибо большое всем, кто репостнет это видео, спасибо большое всем, кто напишет какой-то комментарий и проявит какую-то активность. Это будет поднимать данное видео в рейтингах, и вполне возможно его увидят большее количество людей. Всем спасибо, друзья. Всем пока.